Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я с вами поделюсь потрясающим рецептом из сердца Испании баскским чизкейком. Погнали! Полное описание рецепта будет в комментарии со всеми ингредиентами, так что не волнуйтесь что-то упустить. Для начала мы берем килограмм Филадельфии, желательно, чтобы она была не соленой, либо любого сливочного сыра, который продается у вас в стране и городе. Из этого килограмма можно 200 грамм сделать goat cheese, то есть козьего сыра, тоже не соленого, то есть сделать 800 и 200, будет тоже очень вкусно. Козий сыр придаст интересный вкус и оттенок вкуса в рецепте. Также нам потребуется 200 грамм сахара. Можно увеличивать до 350, если вы любите послаще, но я использую 200. Также нам потребуется 4 полных яйца и дополнительно 1 желток, то есть у нас будет 4 яйца и 5 желтков. 2,5 ложки ванильного экстракта, 2 ложки лимонного сока, 40 грамм муки, и в этом рецепте я использовала дополнительно 90 грамм белого шоколада. Также потребуется пол-литра хэви-крима, это сливки для взбивания максимальной жирности, которые вы только найдете в магазине, но больше 30%. Еще хочу рассказать немножко по поводу формы для выпекания. Как вы видите, у меня неразъемная форма. Для рецепта можно использовать также разъемную форму. И мой рецепт рассчитан на форму в 20 сантиметров длиной и 7, по-моему, сантиметров высотой. Это 6 на 3 инчей. Стандартно для этого чизкейка форма используется немножечко поменьше, желательно 6 на 3 инчей. То есть это сантиметров, наверное, 18-17, но если у вас форма будет больше, либо меньше, это не страшно. Главное, пропорционально увеличьте, либо уменьшите количество ингредиентов, потому что это важно. И также, на мой взгляд, абсолютно неважно, какая форма будет, стеклянная, цельная, разъемная, это не сильно большого значения в этом рецепте имеет. Единственное, что она обязательно должна быть круглая с высокими бортами, обращайте на это внимание, потому что если она будет прямоугольная, будет неправильное пропекание, неправильный финальный эффект. Если он будет правильный, то вы просто его не сможете предсказать. Хочу еще немножко рассказать по поводу подготовки формы. Нам для этого нужно взять 2 листа пергамента. Берем намеренно 2, чтобы больше была протекция от формы. И абсолютно такие же правила будут работать для разъемных форм. Берем 2 листа, чтобы они были более послушными, сминаемых в шарики, и потом разворачиваем. И, собственно говоря, наша задача устелить по стеночкам пергамент. Если у вас какой-нибудь очень жесткий пергамент или не хочет он по какой-то причине нормально вставать, вы смело можете использовать масло. Впрыскиваете маслом края вашей формы, и пергамент тогда аккуратненько прилипает. Ну что, давайте наконец-то приступим. Начинаем мы со взбития сливочного сыра. Нам не надо его перевзбивать, нам нужно просто его привести в кремообразное состояние из брикетов. И далее мы начинаем постепенно вмешивать сахар. Знаю, что я брала 200 грамм, можно увеличивать в этом рецепте до 350. И несколькими порциями мы вбиваем сахар. Если вы используете такой же миксер, как я, а не планетарник, то не забывайте с краев собирать крем, который туда оседает. Хотя, мне кажется, в планетарнике то же самое нужно было бы делать. Не забывайте подмешивать это в середину, чтобы все хорошо промиксовалось. Дальше начинаем по одному взбивать яйца. Делаем это так же аккуратно, как с сахаром, никуда не торопимся. Наша задача, чтобы все очень хорошо смешалось. Да, видео, если что, ускорено в 5 раз, поэтому не торопитесь. После того, как вы вмешаете все яйца, нужно добавить ванильный экстракт и лимонный сок. Я здесь добавила по 2,5 ложки.
И дальше мы приступаем к единственному сухому ингредиенту. Это мука. Муку мы смешиваем с сливками для взбивания. У меня здесь сливки жидковатые. Это отразится на финальном результате. Об этом скажу в конце. Мы постепенно вливаем сливки в муку для того, чтобы у нас не образовывалось комочков. А когда они образовываются, чтобы мы могли быстро от них избавиться. Наша задача получить вязкую, немножко тягучую текстуру без комочков муки. Но, пожалуйста, не взбивайте миксером эту массу. После того, как вы вмешали все сливки с мукой, необходимо добавить белый шоколад. Кстати, на самом деле не обязательно белый, вы можете добавить также и молочный, и темный. В целом, вполне на ваше усмотрение, в зависимости от результата, который хотите получить. И в случае, если вы берете темный либо молочный, можно добавить немножко какао, чтобы у вас цвет финальный десерта стал шоколадный. Почему нет? На этом этапе мы практически закончили приготовление нашего теста, если это можно назвать тестом. И как вы сейчас видите на экране, две консистенции получились весьма разные. Творожная часть более густая, соответственно, с взбитыми сливками более нежная и тягучая. И творожная часть, она немножко с пузырями. С пузырями она из-за того, что мы использовали миксер. Наша с вами сейчас задача очень нежно смешать две этих текстуры, избавиться от пузырей в процессе и, собственно говоря, финально смешать их. Для этого я использую лопаточку и использую венчик, и делаю это аккуратно. И в финале у нас с вами получается такая консистенция густой сметаны, очень приятной, тягучей и очень-очень уже вкусной. Ну и, собственно, ура! Мы можем переливать нашу массу в форму. Форму я абсолютно ничем не смазываю. Все и так прекрасно поднимется. Это очень-очень ленивый десерт. Параллельно с этим можно поставить и нужно поставить разогреваться нашу духовку. Духовку мы греем до 230 градусов. 220-230 будет достаточно. На программе вот это вот две палочки. Это верхняя и нижняя конвенция. Конвекция. Что-то из этого. Вот, в общем, с двумя палочками для того, чтобы у нас все классно пропеклось. И также я, как видите, поднимаю тут бортики бумаги наверх, так как у нас пирог будет подниматься. И чтобы он у нас не утек, нужно поднять эти штучки. Важные советы, которые мне вам хочется дать для выпечки чизкейка. Первое. Все ингредиенты, которые вы используете, должны быть в комнатной температуре. Это позволит при взбивании получить ту самую мягкую консистенцию. Если вы возьмете холодный крем-чиз, допустим, то он может комковаться. И в процессе выпечки вы получите такую творожистую массу. Это на вкус никак не повлияет, но на ваше ощущение, что вы едите творожную запеканку, однозначно повлияет. Поэтому хотя бы часок, чтобы они отстоялись. Второе. Используйте именно heavy cream. Heavy cream, как это назвать? Это сливки для взбивания, но очень высокого процента жирности. То есть это от 30 и выше. В рецепте, который я вам сейчас снимала, я миксовала сливки, потому что была ошибка в доставке, мне прислали 18% сливки, но только на 18% сливках однозначно нельзя делать, потому что недостаточный процент жирности, у вас просто консистенция не получится правильной, она будет слишком жидкая. Вот. Как я поборолась сейчас с этой ситуацией, у меня было примерно 50 на 50 из там практически пол-литра или 400 грамм, не помню сколько уже. Я их смешала и просто взбила, чтобы они стали немножко поплотнее. Понятно, что это никак не повлияет на количество жира там, но хотя бы текстура стала поплотнее, чтобы туда вбивать муку. Третье правило: следите за
готовкой, следите за вашей духовкой, потому что все духовки разные, и во всех рецептах зачастую среднее время выпекания дается. Что я советую? Минимум 35 минут. Засеките таймер на 35 минут. Через 35 минут обязательно посмотрите, как у вас с ним дела. По-хорошему, уже должна начинать точно появляться коричневая корочка. Если вдруг за это время у вас ничего не произошло с корочкой, переставьте повыше ваш чизкейк, он начнет гореть. Соответственно, если у вас верхняя конвекция включена, должно быть включено и верхнее, и нижнее в идеале. Еще одно важное правило, когда у вас уже испечется, пожалуйста, пожалуйста, не вынимайте ваш чизкейк. Вы выключаете сначала газ, электричество, выключаете подогрев, немножко приоткрываете духовку, чтобы она остыла вместе с чизкейком внутри. Он начнет опадать, и это нормально. Дальше в течение хотя бы часа он должен постоять при комнатной температуре и еще больше остыть. И потом минимум, пожалуйста, на 4 часа в холодильник, а лучше на ночь. То есть, если вам нужно, например, завтра, чтобы чизкейк был готов, вы его готовите сегодня и вечером ставите в холодильник. Поверьте, это даст ему просто потрясающую текстуру. Это будет очень-очень вкусно. Телефон. Да, смотрите, какая у нас красота получилась. Я уже выключила температуру, я оставлю, чтобы он остыл тут. Но видите, какая шапочка. Вот такая шапочка просто идеально. И он достаточно сильно поднялся. У меня было прям вплотную до формы налито. И, ну, чтобы вы понимали, где-то практически половину он поднялся. Сейчас он будет оседать. Когда достану из духовки, через минут 15-20 покажу, что получилось. В общем, это все выглядит как-то вот так. Самое важное, видите, во-первых, он поднялся, он сейчас будет оседать. Тут вот уже пошло прям гореть. Это абсолютно ничего страшного. Он у вас вплоть до того, что вся корочка может быть такая. Но в целом наша задача это сделать красивый золотистый цвет. И когда вы вот так вот будете делать, он, видите, такой как... вкусненько. Он вот так вот делает. Это нормально. Так и должно быть. И, собственно говоря, корочка такая приятненькая. Сейчас что мы делаем? Мы на час оставляем его, потом я его отправлю в холодильник. И, собственно говоря, завтра будем кушать. Мы его из формы не достаем вплоть до завтрашнего утра. Ну, или там на 4 часа, если вы оставите в холодильник. В холодильник он тоже уходит у нас вместе с формой. Вот. И завтра будем пробовать этого красавчика. Ну что, у меня он в холодильнике простоял, не знаю, часов 14 так точно. Я на следующий день меняла ему бумагу. Он у меня получился немножечко жидковатый. И это эффект как раз-таки сливок, которые у меня были недостаточно жирными, о которых я рассказывала. На вкусе это не отразилось абсолютно никак. Все гости были в полнейшем восторге. Дальше, когда будем резать, будет видно, что он немножечко условно жидковатый, но он при этом еще 1,5 часа простоял без холодильника. Вот, если бы он стоял в холодильнике, в целом после холодильника он вполне себе плотный, с правильным жидким центром, как нужно. Еще можно заметить некую консистенцию творожную, но на самом деле консистенция очень муссовая. И оно прям... Я даже не знаю, как это описать. Это прям действительно мусс, который тает во рту. Получилось не сильно сладко. Прям, на мой вкус, идеально. Вот, спасибо большое. Я надеюсь, у вас все получится. Обязательно пишите в комментариях, получился ли у вас рецепт или нет, и что сказали ваши близкие. И хорошей вам готовки.